Друзья, всем привет! Сейчас я покажу один из способов, как связать из тонкой нитки резинку 1 на 1 с более плотным краем. Первое, что мы делаем, это устанавливаем вот такую вот штучку. Она должна быть в комплекте с вашей машиной, которая называется уплотнительная лента. Мы ее ставим вот сюда. Все, установили. Выставляем иглы 1 на 1. Заправляем нить, и каретка у нас в этот момент находится справа. Выставляем каретку на плотность по нолям, нижнюю каретку на единички и фантуры друг относительно друга на P5. Все, проводим справа налево. Петли построились рядом зигзагом. Вешаем гребенку и грузики, как обычно. Будьте внимательны, когда вешаете гребенку. Сейчас мы отсоединяем нижнюю каретку и скидываем петли с нижней фантуры. Если все вы сделали правильно, то петли останутся на задней фантуре, а гребенка с грузиками повиснет на петлях начального ряда. И дальше мы вяжем точно так же, как вяжем обычную резинку 1 на 1. Но я все равно покажу, вдруг кто-то не знает. Снова проводим ряд слева направо. Затем здесь ставим 0. Проводим налево. Верхний барабанчик ставим на S. Боковые рычажки на кругляшки. Теперь отключаем вот этот S. Ставим на вязание кулирной глади. Все. Теперь можно выставлять рабочую плотность. Но поскольку у нас тонкая нить, мы можем оставить ее по нулям. И все, включаем счетчик. Снизу вот здесь возвращаем на единицу. И все, начинаем вязать. Так, вот мы сняли резинку. Вот этот образец выглядит не очень привлекательно. Нижние петли, которые мы скидывали с фантуры, торчат. И что мы сейчас должны сделать? Вот этот хвостик нужно аккуратно подтянуть, чтобы петли убрались и встали вот так в ровный ряд. Но при этом не затягивать. Все, он ровный. Теперь мы его отпариваем. Отпарили. И вытягиваем нить. Все, край не болтается, и край довольно-таки, ну, если не тугой, то выглядит хотя бы таким, и он не растягивается. При том, что это тонкая нить.